Всем привет! Заинтересовала вас и Сюань в ZNV Zone Zero и хотите понять, что в ней особенного? Или просто думаете, стоит ли ее вообще собирать, так ведь? Что ж, скажу вам прямо. И Сюань это не просто сильная S-ранговая дама, она совершенно другого уровня. Сегодня я расскажу вам, кто такая И Сюань, чем она выделяется среди других агентов и почему ее механики буквально переворачивают правила игры. Никаких заумных терминов, никакой путаницы. Вместе разберемся вместе. Готовы? Погнали! И Сюань первый агент в классе разрушения и представительница совершенно нового элемента, как и Мияби, аура туши. Уже это делает ее особенной, но поверьте, это только начало. Она не просто ДД, она чистый урон в самом прямом смысле. Забудьте про защиту, сопротивление и прочие уловки. Она наносит урон и достаточно большой. Она наносит урон с помощью нового параметра, который добавили в этом обновлении, называется сила сквозной атаки. Этот параметр игнорирует полностью защиту врагов. Так что Рина и Николь, скажем так, особого смысла рядом с Исюань не имеют. Она играет по своим правилам. Что такое сила сквозной атаки и класс разрушения? Давайте разберемся с силой сквозной атаки. Это новый параметр, который есть только у агентов класса разрушения, таких как Исюань. Ее сила сквозной атаки масштабируется от очков здоровья и атаки. Но фишка в том, что здоровье для нее важнее. Она превращает 10% своего здоровья и 30% атаки в чистый урон. Но именно прокачка очков здоровья дает лучший эффект. То есть это один из редких случаев, когда на урон ДД влияет не атака, а здоровье. По сути, Исюань боец в стиле высокий риск, высокая награда, которой плевать на старые правила. И если честно, это чертовски круто. А вот теперь начинается самое интересное. Исюань не использует энергию, как большинство агентов. Она работает на адреналине. По сути, тоже назначение, чтобы активировать спецзаряженные атаки. Но работает совсем по-другому. Она пассивно восстанавливает 2 адреналина в секунду. Но все привычные бафы или шмотки на реген энергии бесполезны. Они просто не действуют на ней. Вместо этого Исюань накапливает адреналин своими методами. Уклонениями, парированием, идеальными ассистами и просто постоянным нахождением рядом с врагом, чтобы заполнить шкалу техники. Что же такое шкала техники? Во время боя под иконкой персонажа вы заметите золотую полоску. Это и есть шкала техники. Каждый раз, когда Исюань тратит адреналин, около 2/3 от этого переходит в технику. Когда шкала доходит до 120, бум, можно активировать ее ульту, которая наносит мощный урон, и этот урон наносится с помощью ее нового элемента аура тушь. Аура тушь и аномалия. Ее стихия аура тушь, что-то вроде эфира. У нее даже есть собственная шкала аномалии. Когда она заполняется, срабатывает эффект статуса аура тушь, давая ей всплеск адреналина и дополнительный урон. Вот почему Исюань важно оставаться на поле боя. Чем дольше она активна, тем больше урона выдает. Все ее механики поощряют реактивную, стратегическую и чуть-чуть агрессивную игру. Отлично, продолжаем. Сейчас разберемся с настоящей сутью геймплея Исюань. Ее атаками, умениями и тем, как правильно на ней играть. Потому что, как только поймешь ее ритм, начинается настоящая хореография. Правда, очень яростная и элегантная хореография. Начнем с базовых атак. Сама базовая атака стандартная, 5 комбо-атак в ней, вот она. Это если просто нажимать на кнопку мышки. Если увернуться, если нажать кнопку ворота, зажать ее и увернуться, и сразу же нажать атаку, будет другая комбо-атака. Вот она. Это если мы уворачиваемся с зажатой кнопкой оборота. И сразу же нажимаем кнопку атаковать. Можно, не зажимая кнопку уворота, нажать и атаковать. Будет вот такой вот удар. Простенький. То есть вот раз, раз. Можно вот увернуться, и будет вот такой вот. И еще есть у нее комбо, если бой начать с ее ускорения. Это когда вы набежите и зажимаете кнопку ускорения, то есть Shift или
ну, ускорение кнопку, короче. И вы переходите в такое вот состояние полета. Если в этом состоянии атаковать цель, у вас будет вот такая вот тоже комбо-атака другая. Вот она. Это базовые атаки, скажем. С контратакой тут все просто. Если вовремя увернуться от атаки врага, получаете 10 адреналина. Если сделать идеальный уворот или парирование, то получите 20 адреналина. И сама атака об увороте сейчас вот, или в парировании сейчас вот появится заново. Чудик. Если увернуться и атаковать, она сделает вот такую вот атаку талисманом. Нанесет большой урон по цели. Ну и как я сказал, если увернуться вовремя, то есть идеально уворот сделать, то быстро получаем много адреналина, что по сути ускоряет весь ее геймплей, так как можно намного быстрее начать использовать ее улучшенную версию ее умений. То есть, по сути, Юсюань такой геймплей, который поощряет тех, кто умеет хорошо уворачиваться или парировать умения. Теперь ульта Юсюань. У нее две версии ульты. Одна версия слабее, чем другая, естественно. Начнем с сильной версии. Это когда у вас достаточно очков децибелов, то есть стандартная ситуация, скажем так. Эта атака, точнее эта ульта наносит урон и уравнивает уровень хп между всеми членами команды. То есть она не хилит, как Астроял, а именно уравнивает уровень хп, чтобы у всех членов команды было одинаковое количество хп. Сейчас вы сами увидите. Как видите, у Юсюань хп меньше всех, у Панды и у Николь одинаковое количество. Значит, вот когда у нас децибелов достаточно, активируем ульту. Визуально эта ульта выглядит по-другому. И как видите, у Панды и у Николь хп чуть отнялось, а у Юсюань увеличилась. Потому что она свое хп приравняла к хп других членов команды. То есть фактически, по сути, нужно, чтобы два остальных члена команды оставались всегда вне поля боя. И, по сути, использовались как бутылка для хп. То есть, условно, скажем так, она с них выкачивает хп. Ну, то есть, если так можно натянуто, притянуто объяснить ситуацию. И другая версия ее умения, это когда у нее нету децибелов, но есть очки техники. Это вот эта вот желтая полоска под ее хп. Сейчас я вот ее насобираю. Эта техника, она тоже хилит. То есть оба умения хилят, без разницы. Единственное, что вот этот вариант, который я сейчас покажу, это когда очков техники много. Единственное, что он просто меньше урона наносит и меньше оглушает. Но как бы факт оглушения тут не так уж и важен, потому что она атакующая, а не оглушающая. Вот я сейчас снова хп отниму специально. Вот. И вот сейчас я показываю, вот у нас техники, очков техники достаточно, но нету децибелов. И сейчас будет более слабая версия. Она даже визуально отличается, как видите. Видите? Она визуально отличается, потому фактически и визуально заметно. И урона она меньше наносит. И напоследок ее спецзаряженная атака. У нее их тоже две версии. Одна, и та, и другая позволяют наносить урон. Но одна позволяет блокировать атаки. Все. Вот. И активируется, скажем так, особая атака. Видите, талисманы вылетают. А вторая... я извиняюсь, я забыл сказать. Вот эта первая, которая блокирует, активируется с зажатием ешки или спецатаки, если вы с телефона играете. А вторая активируется с зажатием базовой атаки, обычной атаки. Или же левой кнопки мыши, если вы на компьютере играете. Это умение позволяет увернуться от атаки, если вовремя его использовать.
Сейчас вот. Если получится выловить момент. Вот. И временно замедляется время. То есть одна позволяет блокировать, а другая позволяет уворачиваться. И оба умения наносят урон. Теперь геймплей. Первый вариант это когда она более активная на поле боя. Но надо не забывать переключаться между другими членами команды, чтобы активировать ее цепочку атак. И в данном случае мы стараемся постоянно находиться на поле боя и уворачиваться от атак. И блокировать атаки, чтобы регенерировать этот адреналин и быстро восстанавливать очки техники. Переключаемся на других членов команды, чтобы активировать вот этот цепочку атак. Желательно вот использовать, например, Люси, Николь можно, Пан Янху вот этого, нового панда медведя этого. И постоянно вот находимся на поле боя, уворачиваемся, уклоняемся, собираем очки техники, накапливаем адреналин и сливаем его. Желательно сливать через зажатую левую кнопку мышки, она больше урона наносит. И все, как вот сливаем все, что у вас есть. Как только ульта готова, используем ульту. Момент оглушения стараемся тоже слить всю энергию, что у вас есть накопленная. Опять же используем все бафы всех членов команды. И опять переходим на Yi Xuan. И все то же самое. Уворачиваемся от атак. Набираем адреналин. Сливаем адреналин через левую кнопку мыши зажатую. Если вы видите, что атака очень опасная, она может много урона нанести, то желательно использовать именно кнопку спецатаки. Это вот на компьютерах это Ешка. На андроидах, ну то есть на телефонах это будет значок в виде звезды или, наверное, в виде звездочки с крестика, если можно так называть его. Используем. Ну и по сути остальные ротации, точнее остальной геймплей везде одинаковый, практически. С оглушителем нужно будет оглушить цель и все ресурсы, что есть, слить в момент, когда цель оглушена. И все. То есть это вся разница. Но, например, в этом режиме, в штурме, тут с оглушителями немножко неудобно, по той причине, что тут надо именно постоянно находиться на поле боя и постоянно урон наносить. Теперь перейдем к амплификаторам, то есть к оружию для Yi Xuan. Тут вроде бы и все легко, но в то же время все сложно, так как у нее новый класс разрушения. Это значит, что оружия не так уж и много для него выбор. Первым лучшим вариантом, естественно, будет ее сигнатурное оружие. Это клетка небесной птицы. Тут оно
Ну, то есть она ее тут по полной программе бафает. И хп дает, которое ей нужно, и крит шанс повышает, и бонус эфирного урона дает, и сквозной урон увеличивает. То есть под нее сделано это оружие. На втором месте будет оружие из Battle Pass. Оно тоже дает хп, что нужно Йисюань, и увеличивает силу сквозной атаки. Вот это вот радиопрогулка. Это из Battle Pass. Дальше у нас идет оружие крафтовое. И вот это вот оружие, шар-головоломка, его можно получить и из баннера с оружием, но в то же время его можно скрафтить. То есть тут вот не так уж и плохо, по сути, то есть вариант хороший для нее. Дает силу атаки, что хорошо, но больше всего нужно хп, конечно, Йисюань. И увеличивает крит урон, и увеличивает наносимый урон по цели, в зависимости от количества хп у цели. Ну и напоследок у нас, естественно, остается вот такое вот оружие. Уже совсем, если нету вариантов, это вот вот этот вариант. Его тоже можно использовать. Оно дает хп и силу атаки повышает. С драйв-дисками здесь тоже все просто. Это новый набор драйв-дисков сказания Юникуй. Он для нее идеально подходит, увеличивает хп, увеличивает крит шанс и повышает сквозной урон. То есть идеально под нее подходит. Это 4 части. И 2 части, и можно взять Диатокор Электро, чтобы увеличить шанс крит попадания. Если вы видите, что у вас крит шанса мало, точнее достаточно крит шанса, а крит урона мало, можно взять Песень о ветке и клинке, увеличить крит урон. Или же взять, если сила атаки у вас мало, можно взять Астральный голос, вот он. Не обязательно, не надо ничего брать на восстановление энергии, так как у Йисюань адреналин, он работает, он не считается энергией, а потому параметр энергии для нее бесполезен, получается. И еще можно взять как альтернативу, тут все зависит от того, какие у вас оружие, какие статы вы собрали. Если у вас, например, не Сигна и не оружие на ХП, вы взяли оружие, у которого увеличивает силу атаки, то тогда лучше взять, например, Хаос Метал, чтобы увеличить эфирный урон. В таком случае. И вот если у вас нет сейчас возможности собрать сказания Юникуй, то есть вы в процессе сбора этого сета, можно выбрать вот этот Диатокор Электро на первое время. Он увеличивает силу атаки, что сойдет на первое время для Йисюань, так как у нас по сути нет ничего, что увеличивало бы хп. И пока вы собираете этот сет, точнее пока вы собираете сказания Юникуй, можно Диатокор Электро пользоваться. Здесь можно взять будет 2 части Песни о ветке и клинке, или же Хаос Метал снова же, Гормон Панк, или же Астральный голос. В статах для Йисюань, в статах ищем в четверку 100% нам нужно крит урон или крит шанс, в зависимости от того, какой параметр у вас ниже всего. В пятерку ищем бонус эфирного урона или же хп. Тут все зависит от того, какое у вас оружие. Если у вас оружие на хп, то можно поставить на бонус эфирного урона пятерку. Если на силу атаки, а это значит, что хп у вас будет мало, тогда за место пятерки ставим хп. Но тогда в Хаос Метал 2 части сета берете, например. Ну и в шестерку тут хп 100%. Надо ей брать. В статах ищем крит шанс, крит урон. То есть в субстатах ищем крит шанс, крит урон. Стараемся. Потом ищем хп. И по возможности уже силу атаки. И силу атаки, которая беспроцентная. В конечном итоге у вас должно получиться
Должны получиться такие вот статы. Атака у вас должна быть 1800 минимум. ХП 16 тысяч минимум. Ну и чем больше, тем лучше, естественно. Крит урон 80%, точнее, извиняюсь, крит шанс 80% минимум. И крит урон 140 минимум. А вот этот новый параметр, который он здесь внизу страниц, вот внизу листа, вот он, сила сквозной атаки. У вас должен быть 2100 минимум базово. Ну, базово. После всей их прокачки, всего сета, всего остального, что вы собрали, должно быть минимум 2100. И завершим подбором команды для И Сюань. Первые два слота всегда будут одинаковые, по сути, это И Сюань и Пань Иньху. В теории хотя бы одна копия Пань Иньху у вас должна быть, так как он находится в баннере И Сюань. Дальше у вас вариант более такой фри-то-плейный, это поставить Люси в последний слот. Она силу атаки бафает. Ну и Пань Иньху, он саппортит, по сути, персонажей, которые наносят урон через вот этот новый параметр. Сила сквозной атаки. Идеальный вариант это, конечно, вместо Люси взять Астру Яу. Это прям вот самый идеальный вариант. Это и крит урон, и сила атаки. Все вот это бафается. Плюс позволяет быстро переключаться между персонажами, что тоже очень полезно и удобно в бою. Если у вас нету Астры Яу и вы не хотите использовать Люси, есть тоже варианты. Это взять Пульшеру, например, она будет позволять быстро оглушать цель из кармана. В то же время она там ее урон тоже по цели увеличивает. Это Цезарь и Коляда. Цезарь силу атаки и щит дает. Это если вы, скажем так, рукожопы, как и я, и вам сложно уворачиваться от атак, то можно взять Цезарь, чтобы щит вешать на команду, ну и плюс силу атаки бафать. Также можно взять Коляду, если вы хотите играть через оглушение. И если у вас, конечно, Коляда есть. И, по сути, все. Команда у него небольшая, и опции тоже не такие уж и гигантские, по сути. И из бамбу почти всегда и во всех ситуациях будет это у вас новый бамбу. Вот этот вот львец. Если у вас два члена команды из горы Юнькуй, то этот бамбу будет всегда вам полезен. Если вы видите, что вам не хватает энергии другим членам команды, потому что у Ли Сюаня нету энергии, у него адреналин, а значит параметр для него энергии бесполезен. Но для других членов команды вот можно взять Рыцарь Бу, чтобы восстанавливать энергию. Можно взять вот этого Дворецкого, только я не могу понять, где он у меня находится. А, вот он. Он у меня просто не сильно прокачан. Вот он. Дворецкого можно взять, он тоже энергию регенит. Рыцаря, как я сказал. И можно еще взять Щелкунчика. Хоть его полностью так же, как и Дворецкого, полностью не реализуешь из-за того, что нету всех членов команды нужных для этого. Но часть бафа можно от него получить. По сути, всегда можно использовать вот этого Рыцаря Бу. Или же нового бамбу. Вот этого львеца. В командах.